Что ж, недавно мне попался хороший пример, чтобы показать вам, как не нужно делать инструкции по установке проектов на языке Python. Сразу скажу, что видео ориентировано на новичков, для опытных новой информации не будет. У меня была ссылка на Яндекс.Диск, куча ненужных папок кэша, бинарников и один миска рис. У меня не было GitHub репозитория, файла с зависимостями и желания в этом разбираться. Но все же здесь есть инструкция по установке. Давайте посмотрим. Для развертывания приложения нужен Python 3.7.1, pip 20.01 и библиотеки. Дальше идет объяснение, как установить pfoundry и pip нужной версии. Я считаю это оскорблением. Если у вас в проекте используются библиотеки TensorFlow и Scikit-learn, скорее всего ваш читатель может сам спокойно все установить. Хороший пример того, что нужно здраво оценивать контекст и понимать, для кого вы пишете, это статья на Хабре про Telegram-бота с админ-панелью и многими другими плюшками. Я люблю дуть плюхи! Почти вся статья состоит из установки питона, и только в конце автор делает простого эхобота на IOgram. Что ж, давайте посмотрим на библиотеки. Нам предлагается полный листинг команд pip install маркированным списком в Word. Ну ладно, давайте попробуем. Я создал чистое виртуальное окружение с питоном и пипом той версии, которую указал автор. Вводим первую команду из списка. Смотрите, при копировании из Word подтягивается символ маркированного списка, хотя здесь видно, что я его не выделял. Ладно, введу еще раз. Теперь нет такой библиотеки. А почему нет? Да потому что версия указывается через два знака равенства. И снова мимо, теперь нет такой версии. Есть 0.40.0 и 0.41. Какую использовал автор, можно только догадываться. Идем дальше. Librosa 2.0. Опять нет такой версии. А вот еще Speech Recognition. Опять нет, зато есть библиотека Speech Recognition без нижнего подчеркивания. Интересно то, что в коде она импортируется с подчеркиванием. Самое печальное во всей этой истории то, что после моих многократных попыток установить разные версии библиотек, код все равно не работал, но это не важно. Важно лишь то, как можно избежать всех этих проблем. И сделать это очень просто. Для начала вам нужно познакомиться с виртуальными окружениями. Простым языком это такая папка с копией питона и со своими библиотеками. Она изолирована от системного интерпретатора, то есть все библиотеки, которые вы установите в виртуальное окружение, можно будет использовать только в нем, и это также работает в обратную сторону. Это помогает избегать несовместимостей, захламления и подтягивания в проект ненужных библиотек. В PyCharm с помощью графического интерфейса можно легко создать виртуальное окружение. Если вам сложно или лень его создавать в терминале, советую попробовать. Покажу на примере. Давайте установим джентльменский Data Science набор. Смотрите, я устанавливал только 3 библиотеки, а в pip-list показывается еще много других. Все потому, что эти библиотеки используют в своем коде другие Python библиотеки, то есть подтягивают за собой зависимости. Итак, решение проблемы. Приготовьтесь. Pip freeze. Да, 2 слова лишают мучений вас и пользователей вашего проекта. Правда, нужно еще вывести это все в файл. Его принято называть requirements.txt. Теперь, когда вы создадите чистое виртуальное окружение, вам всего лишь нужно будет прописать команду pip install -r requirements.txt. И с таким же успехом вы можете удалить все библиотеки из файла зависимостей с помощью pip uninstall. Еще хотелось бы рассказать, как не брать в Git репозиторий ненужное. Из этих файлов в репозиторий идет только requirements.txt, все остальное хранится у вас локально. Никому не нужны бинарники, кэш, виртуальное окружение и логи. Создадим файл .gitignore. Исключим возможность попадания папки PyCharm. Исключим виртуальное окружение. Можно написать venv звездочка, тогда любые папки с названием venv в начале не будут идти в Git. И также исключаем логи. Ну все, теперь вы готовы поделиться с людьми своим проектом. Куда двигаться дальше? Вы можете посмотреть документацию pip. Вы можете посмотреть про файл setup и чем он отличается от файла зависимостей. Предлагаю посмотреть Stack Overflow. Что ж, спасибо за просмотр, надеюсь, вы не будете повторять чужих ошибок.